Добрый день. Я хочу обратиться и послать весь белорусский народ, обратиться с посланием ко всему белорусскому народу и национальному собранию. Поэтому давайте сразу договоримся, чтобы у нас с вами получился конструктивный диалог. Я вам тут чего-нибудь, как всегда, буду говорить, а вы просто молча соглашайтесь. Договорились? Чего вы молчите? Это вы согласны? Спасибо. Так вот, сейчас нужно уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны. И мы должны сделать все, чтобы наша страна и дальше оставалась независтливой и суеверной. Сувенирной. Как это слово? Суверенной. Спасибо. Многие тут уверенно заявляют, что Лукашенко нашу конституцию сделал под себя. Это полнейшая чушь. Что значит сделал под себя? Да, я иногда делаю под себя. Особенно, когда мне звонит Путин и просит присоединиться к спецоперации. Но это мое под себя вообще не похоже на конституцию, как бы я ни старался. Кстати, кто-то скажет, что всеми уважаемый Владимир Владимирович держит меня вот здесь. А что, если я скажу, что это я держу его изнутри за кулак? И не просто держу, а сдерживаю каждый его палец, чтобы он этим пальцем, не дай бог, не полез ковыряться в Западе или еще чего хуже, не засунул его между штатов. Просто он потом этими ж пальцами будет мне указывать, что делать. Сдаю вам инсайдерскую информацию. У мной уважаемого Владимира Владимировича есть одна характерная черта. Среди прочих его чертей характера. Заниматься нагибательством. Причем как с буквой «Г» в этом слове, так и без нее. Поэтому в отношении России у меня всегда есть своя принципиальная позиция. Проверочное слово «прицеп». А учитывая последние события, теперь в этом прицепе будут и тактические ядерные боеголовки. А как я уже говорил, невозможно победить страну, у которой есть ядерное оружие. Почему же я и ору? Хочу это до всех донести. Тут некоторые эксперты опасаются, что если на территории Беларуси будет размещено тактическое ядерное вооружение, и у себя Путин нажмет на красную кнопку, то ракета полетит от нас. И от нас ничего не останется, если прилетит в ответ. То, что Путин нажмет, я считаю, это маловероятно. А если таки нажмет, нас останется маловероятно. Сказать, чтобы я этого опасался? Да, я опасался несколько раз. Но не от страха, а от радости, что с нами теперь будут считаться все. За исключением Путина. У нас с ним свои расчеты, но не суть. Хотел также обратиться к представителям российских спецслужб, которые сейчас сидят в зале. Но сначала обращусь к нашим церковнослужителям. А хотя это ж одни и те же люди. В общем, я все понимаю, но почему в церкви во время службы не поставить лавочки? Людям ведь стоять тяжело. Они уходят потом от вас недовольны. А когда люди сидят, они довольны. А я какой довольный, когда знаю, что люди сидят. И последнее. Вот меня тут Гайдукевич спрашивал про людей нетрадиционной ориентации. Я вам так скажу. Никакой пропаганды этих отношений в обществе не должно быть. Почему? Ответ простой. Мужики не рожают. Если бы рожали, у меня бы, знаете, уже сколько детей было под Владимира Владимировича. Я вам больше скажу, больше я вам ничего не скажу на эту тему.